Привет, друзья! В этом видео я разберу несколько работ моих подписчиков и учеников. Я выбрала работы, в которых присутствуют наиболее частые ошибки и моменты, которые вызывают сложности у любителей акварели и просто живописи, рисунка. Мы разберем несколько пейзажей, рассмотрим композиционные моменты, моменты работы с цветом, а также я покажу, на какие моменты стоит обратить внимание в рисунке человека и какие приемы стоит использовать для того, чтобы рисунок выглядел более объемным и глубоким. Если вы хотите постоянно получать обратную связь от меня, вы можете подписаться на соответствующие тарифы в Boosty и Patreon или на моем сайте выбрать подходящий для вас тариф. Там также есть уроки в записи, которые можно смотреть в удобное для вас время и самостоятельно рисовать то, что вам понравится. Начинаем разбор. Поехали! Начнем с вот такого зимнего пейзажа. На первый взгляд мне понравилась техника, в которой выполнен пейзаж. Я люблю такую легкость, спонтанность, смелые мазки. Но меня немножко смущает момент композиции. Вся композиция идет по одной линии. Из-за этого работа немножко выглядит плоско, как бы декоративно. Плюс меня немного смущают деревья на заднем плане. Обратите внимание, что их высота выше, чем высота храма. Мы можем предположить, что храм у нас стоит далеко, а деревья ближе. Но в этом случае нам нужно немножко изменить расположение домов. Для того, чтобы дома у нас подвинулись поближе, они не должны стоять на одной линии с храмом. Они должны опуститься чуточку ниже. Вот таким вот образом. Я не уверена, что именно так было изначально на референсе, но я предполагаю, что вот таким образом композиция будет более правильной. Тогда у нас оправдана высота деревьев, и я бы добавила еще какие-то линии на передний план, которые немножко подчеркнут его близость к нам и направление перспективы. Можно добавить какую-то колею, намек на тропинку или кусты, например. Особенно этот прием актуален, если мы решаем, что все-таки у нас дома должны быть на отдалении, а на переднем плане должно быть вот такое большое снежное пространство. В этом случае нам нужно что-то сделать, чтобы это пространство не выглядело просто падающим вниз таким вот покрывалом, свисающим со стола. Мы можем это сделать цветом, тоном, либо линиями. То есть линии, которые уходят вдаль с помощью перспективного сокращения, да, такие сужающиеся куда-то туда, более яркие какие-то моменты, может быть какой-то кустик. Там были какие-то палочки, но на передний план что-то еще нужно добавить. То есть здесь вот полосы есть, но их не хватает для того, чтобы передний план у нас выдвинулся вперед. И деревья, которые у нас есть на заднем плане, я предполагаю, что вот эти вот белые пятна это не облака, а именно такие заснеженные деревья в снегу. И автор сделал деревья, веточки деревьев черным цветом. Я предлагаю, так как они у нас находятся поотдаль на заднем плане, сделать их чуточку побледнее. Пусть самые темные, самые яркие акценты будут на переднем плане, вот в этом кустике, а на дальнем плане мы сделаем более бледным, таким сероватым цветом веточки деревьев. Таким образом мы создадим ощущение глубины, ощущение воздушной перспективы. То, что ближе к нам, более контрастное, то, что дальше от нас, становится более бледное, может быть голубоватых или сероватых оттенков. Ну, собственно, вот для такого рода пейзажа я предлагаю два варианта для того, чтобы создать более глубокое пространство. Либо мы работаем с рисунком и выстраиваем домики таким образом, чтобы у нас было больше линейной перспективы, либо мы работаем с цветом для того, чтобы у нас было больше воздушной перспективы.
Следующую работу мне прислали вот в таком ракурсе. Пожалуйста, не фотографируйте таким образом работы, фотографируйте их ровно горизонтально. Я в порядке исключения сейчас развернула ее сама с помощью графического редактора, но в неправильном ракурсе очень трудно поймать композицию. Но в целом работа хорошая. Здесь красивый свет, красивые ровные заливки и отражения. Хорошо выстроена композиция. Смотрите, каким образом она идет через весь рисунок, проходит как бы линиями такой зигзаг, и по этому зигзагу наш глаз следует, и ему приятно гулять по этой композиции. Единственное, на что бы я здесь обратила внимание, это на технику работы с самими облаками. Чисто технически, может быть, стоит еще потренироваться и посмотреть, какими цветами это можно решить. Нам нужно здесь выделить по тональности, что будет светлее, что будет темнее. Для наглядности можно попробовать перевести работу в черно-белый вариант. Нижняя часть облаков, она как бы предполагается, что она подсвечивается. В черно-белом варианте видно, что по тону нижняя часть облаков, несмотря на то, что она желтая, она точно такого же тона, как и вот этот серо-голубой вариант. И здесь, в зависимости от того, каким был изначально референс, есть два решения. Либо мы опускаем голубую часть неба чуть ниже, чтобы желтые части облаков сильнее выделялись на них, либо мы осветляем желтую часть облаков, делая ее какой-то более свечащейся, то есть оставляя там где-то белые пропуски. На самом деле художник в нижней части оставил более такой светлый светящийся момент, а вот облака получились тяжеловаты. Но, возможно, это еще просто технический момент. У меня есть отдельное видео, целый плейлист облака акварелью. Можете заглянуть, посмотреть, потренироваться, если вам интересна эта тема. Ну а мы переходим к следующей работе. У нее тоже интересное освещение, северное сияние. Перед тем, как разбирать эту работу, я насохраняла себе кучу референсов для того, чтобы лучше понять природу северного сияния и то, какое освещение оно может давать по итогу. Потому что если мы беремся за какую-то тему, хорошо бы изучить ее. Про художников так и говорят: исследуют тему того-то. Давайте мы с вами тоже немножко поисследуем. И начнем с того, что северное сияние — это свет. И когда мы работаем с любым референсом, с любой натурой, в которой одну из главных ролей играет свет, нам обязательно нужно проверить, что у нас происходит с тональным соотношением. Хорошо бы в голове или даже где-то рядом держать у себя какую-то градацию тонов, хотя бы 5 тонов от самого темного до белого листа. И ориентируясь на эту градацию, постараться определить, что у нас является самым светлым в нашей работе, а что будет дальше идти по этой линейке, соотноситься. Если это сложновато понять, можно использовать возможности современной технологии и переводить фотографию, переводить в референс в черно-белый формат. Давайте посмотрим с вами на нашу работу, которую прислала подписчица в черно-белом формате. У нас есть северное сияние, у нас есть снег и там небо, вода. На работе подписчицы снег и северное сияние одного тона. Даже если предположить, что северное сияние дает достаточно яркий свет, а мы понимаем, что оно происходит ночью, то снег все равно не может быть настолько же ярким, насколько и северное сияние, потому что северное сияние есть источник света. И я предлагаю все-таки немножко погасить яркость снега и сделать его голубоватым каким-нибудь или чуть-чуть там фиолетоватый или в оттенке северного сияния, то есть там какой-то розоватый есть в небе, может быть в какие-то такие цвета его увести. А само северное сияние хотелось бы сделать еще немного светлее. Понимаю, что это технически, возможно, сложновато, но на будущее постарайтесь
соблюсти вот этот момент и оставить какие-то более светлые моменты и более чистые вот в зелени и в вот этих голубоватых цветах, брать их светлыми и максимально чистыми. Ну и если мы решаем, что у нас в домике горит свет, то есть домик у нас тоже источник света, то мы там тоже можем на снегу оставить какие-то более теплые, светлые моменты. И елки там тоже не нужно выбеливать до белого этот снег, а сделать их чуточку более голубоватыми. Вот таким образом, когда мы работаем со светом, мы всегда проверяем себя по вот этой градации, по линеечке от темного к самому светлому, сравниваем между собой оттенки цвета. Ради эксперимента можем перевести эту работу в черно-белый вариант тоже и посмотреть, чувствуется ли теперь в черно-белом варианте освещение и свет. Ну и еще раз сравним работы до и после в цветном варианте. Посмотрите, где ощущается больше света и как поменялось освещение благодаря тому, что мы немножко поработали с тоном. Следующую работу мне прислали с комментарием, что работа сделана на пленэре, и получилось так, что в работе много розового и фиолетового оттенка. И, собственно, а в чем же здесь проблема, почему так получилось? Ответ тут прост. Совсем недавно я записывала видео, в котором рассказывала о составе акварели. Вы можете найти его в плейлисте «Материалы». И в этом видео я рассказывала о том, что свойства пигментов акварели не одинаковы. Есть пигменты, которые обладают большей инертностью, они более подвижные. Есть пигменты, которые крепче стоят на месте, они более тяжелые и передвигаются медленнее. Для того, чтобы понять, насколько подвижный пигмент, можно провести вот такой вот эксперимент. Но уже без эксперимента я и так вам скажу, что пигменты типа карминового, пермамента красного, ФЦ голубого активные, подвижные и вылезают из заливок. Особенно это ярко видно, когда мы работаем по мокрому. Ну а подробнее о свойствах пигмента, составе акварели, как читать упаковку, вы можете посмотреть в отдельном видео у меня на канале. Где-то здесь оно будет в ссылках. А теперь давайте немножко отдохнем от пейзажей и посмотрим на вот такого вот льва. В комментариях под фото автор написала, что лев был без фона, и я предполагаю, что это был вот этот референс. Изначально он в гризале, то есть черно-белый. Ну и здесь, конечно, пожалуй, фон лишний, и я рекомендую вам все-таки либо вы работаете в гризале, либо вы работаете в цвете. Соединять, допустим, цветной фон и черно-белый рисунок, это довольно странная идея. Но сам рисунок приятный, глазки получились живые, и я бы здесь добавила буквально несколько моментов. Смотрите, у нас самая ближняя часть к нам это нос. Соответственно, на носу нужно тоже уделить довольно много внимания детализации, не меньше, чем мы уделяем в глазах. И также к нам близко вот эта вот мордочка, вся вот эта часть нижняя, ее тоже можно немножко выделить вперед, добавив контрастности, добавив немножко еще усилив тени. Они должны быть помочь выдвинуться мордочки вперед. Контрастность, она всегда немножко выдвигает это все вперед. Ну и на самой гриве я бы добавила немножко больше разницы контрастности, уже не так сильно, как на морде, но у нас и не будет так сильно, потому что у нас есть разница в тоне. То есть у нас морда, она беленькая, и за счет более темного подбородка она выделяется, выдвигается вперед. На гриве можно тоже немножко разделить слои. То есть тут видно, что грива идет как бы ступеньками, есть более светлый участок, есть более темный. Между ними, скорее всего, есть пространство, и можно немножко усилить тень от светлого участка к более темному, сделать эту границу более видимой, более яркой, более активной. Тем более, что раз вы добавляете светлый фон, тогда мы как-то должны немножко отделить границу от фона. Это не обязательно прорисовывать это вот прям контуром, но немножко тоном утемнить вот эти края, кончики, добавить более темными или тени от самой гривы.
Ну и также я бы добавила еще немножко больше объема через тоже работу с тоном на лапки, чтобы они стали более объемные, более цилиндрические. И здесь есть такой момент, что у нас немножко пропадает касание с землей льва. Я бы не уводила его в никуда, вот эту в пропадание эту лапку, а все-таки добавила бы изначально в рисунке, рисовала бы его чуть меньше, чтобы у него было пространство, куда он наступает, чтобы этот момент не обрезался. Это не очень красиво. Ну и в завершении можно немножко еще выделить морду, если добавить, усилить тени от скул на щечках, тогда носик еще больше выдвинется вперед, морда будет не такой плоской, не как тарелочка. Ну и завершающий сегодня на разборе у нас будет фигурка балерины. Мы сейчас с учениками активно рисуем фигуры в разных ракурсах, но вот ученики экспериментируют, и одну из работ я взяла на разбор. Я не очень люблю комментировать именно само построение, потому что понимаю, что иногда просто не хватает внимания. Ну, пару слов здесь скажу, что ножка получается очень узенькая, такая же по толщине, как и рука. Даже если у нас балерина очень худенькая, все равно это перебор. И шейка получилась очень большая, очень высокая. Понятно, что балерина немножко поднимает голову наверх, но все-таки шея получилась очень массивная, она даже шире, чем плечи по ширине, поэтому именно в построении это важный момент. Теперь давайте чуть больше внимания уделим лицу. Посмотрите, лицо слева это изначально, лицо справа это исправленное. Когда вы рисуете лицо, особенно маленького размера, в первую очередь фокусируйтесь не на чертах лица, а на тенях и формах, которые эти черты лица оставляют. Все лицо состоит из каких-то объемов. У нас есть тени от век, тени от носа, есть тени от нижней губы и подбородка. Это создает объем в лице. Когда вы рисуете точечки и полосочки, это не очень хорошо. Это лучше так не надо. Лучше мыслите больше объема, и того же объема можно добавить тоже на шейку, чтобы там появились ключицы, появилось больше форм интересных каких-то на шее. Ну и здесь я еще добавила немножко больше теней на платье. С помощью теней на платье можно немножко еще подчеркнуть талию. Да, если вам изначально не хватило в рисунке где-то каких-то моментов, и иногда это можно исправлять тенями через объем. То есть то, что плоское, всегда выглядит шире и больше. То, что обретает объем с помощью света и тени, получается более фактурное и, соответственно, более стройное и аккуратное. На этом у меня все. Не забывайте поставить этому видео лайк, пишите в комментариях ваши вопросы. Если вы хотите попасть на следующий разбор, заходите в Telegram. Соответствующий пост с пометкой «Разбор», присылайте свои работы. Я выберу из них те, которые мне покажутся самыми интересными для разбора. Ну а если вы хотите получать постоянно обратную связь для меня, напоминаю, что у меня есть аккаунты в Boosty и Patreon, и также можно просто подписаться лично через мой сайт. Все ссылки есть в описании под видео. До встречи в следующих видео. Пока!